Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду делать вот такую заготовку. Конкретно эта заготовка – это одна из деталей чехла для вышивальной машины. У меня будет деталей 3, и все 3 детали будут простеганы по-разному. Ну и, конечно же, сам чехол в конце, когда у нас уже будут все готовые детали. Чехол на вышивальную машинку нестандартного размера. И в этом видео я покажу вот такую стежку-заготовку. Конечно же, ее можно применить в любом изделии. Это не обязательно чехол, просто я показываю стежку и способ ее воплощения. Итак, я взяла ткань, хлопок турецкий и проклеила его флизелином, стабилизировала, чтобы он не тянулся. Кто не видел, как правильно проклеивать ткань, у меня есть это видео, и ссылку на всякий случай оставлю в описании. И сделала разметку на квадраты по 12 сантиметров, делала исчезающей ручкой от горячего. И далее я приступаю к разметке каждого квадрата. У меня квадратов 5 на 3. Их можно разметить как одним способом, так и разными. То есть каждый квадрат разметить разной разметкой. Первым квадратом я решила делать средний. От него уже будет расходиться рисунок. И я провела 2 линии от одного угла в другой и с каждой стороны нашла середину. Эту линию я не буду проводить, так как она у меня не будет стягаться. Я ее сделаю вот таким пунктиром. Это будет ориентир на то, чтобы далее сделать уже правильную ровную разметку. Вот таким образом. Разметка по 2 сторонам у меня готова, и на этих 2 я покажу, как я это делаю. Делаю я это с помощью вот такой линеечки. Мне нравится, что у нее ширина 1,5 сантиметра, но если у вас такой нет, это вообще не обязательно. Это можно сделать из любого картона или пластика, ну из чего угодно. Итак, я прикладываю свою линеечку к этой линии и провожу линию до середины. Также делаю с обратной стороны. Опять линию и в обратную сторону. Далее снова линию и в обратную сторону. Следите за тем, чтобы у вас не сбился центр, то есть чтобы все вершинки смотрели ровно в центр. Как размечать остальные квадраты, решать только вам. Я буду делать 9 квадратов одинаковые, то есть условно всю середину я сделаю именно такими квадратами, а боковинки мы сделаем другие, я покажу, как это смотрится. Итак, условная середина из моих 9 квадратов у меня прорисованная, и у меня по 2 сторонам по 3 пустых квадрата, один из них я уже расчертила, какими они будут, и покажу это очень легко, так как у меня квадрат 12 сантиметров, прекрасно делится на 3, я ставлю 3 метки с каждой стороны, и центр, из центра просто провожу линии. Ну все, разметка у меня готова. Вот эти части я их пока трогать не буду. Уже когда буду шить изделия, я решу, нужны они или нет. Пока оставляю как есть. Итак, стежка этого орнамента, она будет немножко особенная. Ну, во-первых, я буду стягать вот такими нитками. Это армированная нить, это толстая нить, она толще, нежели обычная сороковка. И именно такой цвет выбрали мои подписчики на инстаграме. И, кстати, если вы не подписаны, подписывайтесь, участвуйте, задавайте мне любые вопросы, я всем рада. Ссылка в описании под этим видео. И далее мы идем к машинке. Напоминаю, у меня нет никаких наполнителей, просто ткань, проклеенная флизелином. И еще один очень важный момент перед тем, как идти к машинке. Вспоминаем, какая у нас была изначальная разметка. Это были просто квадраты 12 на 12, это в моем случае. И грани этих квадратов это будет условная дорожка, по которой можно будет двигаться в любом направлении сколько угодно раз по одному и тому же месту.
Все, что внутри квадрата, мы проходимся только один раз. Так как у нас и сэндвича-то нет, и объема нет, неважно, откуда начинать, со середины или сбоку. Вот откуда нравится, оттуда и начинайте. Я ставлю вот примерно вот так. Я прям хочу вытащить нитку наверх, чтобы у меня там нигде не болталось. Опускаю иглу. И начинаем делать строчку. Напоминаю еще раз, пунктирную линию мы не простегиваем, не прошиваем. И двигаемся мы только по квадратам, которые размечали изначально. Я покажу вам совсем немного, чтобы был понятен принцип. Вот я прохожу. Дошла в угол. Разворачиваю. Дохожу, я вижу, что я дошла и готова переступать на эту линию. Я поднимаю лапку, поворачиваю сэндвич, точнее, господи, привычка, не сэндвич, а просто ткань, и дошла до вершинки, подняла, нет, не дошла. Вот теперь дошла. Поворачиваю. Вот эта линия, это линия моей дорожки. Я по ней могу взад-вперед, вот я ее вот так возвращаюсь. Вот дошла до следующей линии, повернулась. И еще раз повернулась. Так прошиваем полностью все, что мы наметили. Вот так выглядит заготовочка после того, как линии сделаны. И, конечно же, сейчас она выглядит очень плоско и еще не совсем понятно, что будет. Но будет очень интересно. Итак, мы видим, по каким линиям я проходилась несколько раз. И, как я уже говорила, ни в одном квадрате я 2 раза по одной и той же линии не проходила. И это правильно. И сейчас я по всем вот этим дорожкам вот так загибаю. Лучше проутюжить. То есть мы делаем так, что наша дорожка ровно на сгибе. Лучше проутюжить. Кому нужно, у кого какая ткань по-разному бывает, закрепляем. И прокладываем строчку. Кстати, я забыла вам сказать, что вот эту линию я делала длина стежка 3 миллиметра. А когда я буду делать здесь отстрочку, у меня будет мелкий стежок, ну максимум 2 миллиметра. Итак, строчку я сделала. Длина шага у меня здесь 1,8. И уже у нас образовывается вот такая... обман зрения вот такой, да. И далее я нахожу следующую свою дорожку и точно так же загибаю. И так делаю с каждым вот этим вот квадратиком. Итак, я сделала 4 свои полосочки, все соединила. И на обратной стороне здесь выбирайте сами, либо оставляйте этот припуск, но я его срежу ножницами зигзаг. После того, как я срезала припуски, мне остается сделать еще 2 строчки, только уже по горизонтали. И здесь я делаю точно так же, совмещаю линию дорожки и прокладываю строчку. Итак, горизонтальные линии я прошила, припуски обработала ножницами зигзаг. И вот так вот получается у нас на лице. Конечно же, в моем исполнении не получилось без косяка. Вот, например, здесь не сошлось. Но в целом я знаю, что этот косяк у меня еще при стежке был. Я должна была распороть
вот именно эту линию я просто не попала. Ну, я поленилась и поспешила. В целом все очень хорошо сходится. Также посмотрите на уголки. Ну, четкие уголки для тех людей, которым нравится пэтчворк, но они не владеют, даже у меня не всегда получается идеальная состыковка именно квадратов. Ну, я думаю, что это не только у меня. Профессионально пэтчворком я не занимаюсь, но иногда очень нравится и хочется. И вот, пожалуйста, идеальный вариант. Но это же еще не все. Далее, я взяла свою заготовочку, которую мы прошили, под низ поролон 0,5 мебельный и ткань. Ткань эта будет в этом изделии служить изнанкой, поэтому хорошенечко все разравниваем и скрепляем. Заготовочку я скрепила, и я рекомендую скреплять так, чтобы булавочки были в каждом квадратике. И сейчас я ставлю нитку в тон верха, то есть серую. И нам нужно скрепить наш сэндвич по вот этим линиям. Я покажу поближе, как это сделать. И вот я возле машинки, у меня стоит обычная лапка, и я иголочкой проверяю, попадаю ли я в этот шов. Таким образом я прохожусь по всем линиям, которые мы сшили, и длина стежка у меня здесь 3 миллиметра. Так же, как и я стегала вот эти линии, так как эта линия будет внизу видна на изнаночной стороне. Ну что же, вот такая замечательная заготовка у меня получилась. У нее просто шикарнейший объем получился. Кто ее не шил, никогда и ни за что не догадается, как она сшилась, как она собиралась и почему такая идеальная стыковка. Даже несмотря на то, что у меня здесь такой косячело, просто косяк посреди изделия, но, как показывает практика, если не тыкать вот так в него пальцем, не показывать его, смотри, смотри, у меня тут не состыковка, то никто этого не видит. И также хотелось бы показать вам изнанку. Изнанка выглядит вот так, и здесь тоже есть косяк. А косяк этот в виде вот таких неровных линий на пересечении. Это из-за того, что я не сбавила скорость на этом месте. И машинка просто обошла. Тут такой есть бугорочек. Если бы я сбавила скорость, я бы прошла ровно. Но скорость не сбавлена. Вот здесь я более-менее сбавила скорость, здесь нет. И это видно. Ну вот. Ну а на сегодня все. Если вам понравилась эта заготовочка, стежка, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Конечно же, задавайте любые вопросы, я на все вопросы отвечаю в комментариях, либо пишите мне в директ в Инстаграм. Ссылка на мой Инстаграм есть под этим видео. Всем пока-пока!